Всем привет! В сегодняшнем видео покажу второй вариант, второй способ брусовки кожи вручную. После выхода первого видео были комментарии, что я делаю неправильно. Вот, нож нужно держать обратной стороной. На самом деле я учусь с YouTube. Очень многие мастера выполняют брусовку именно таким способом, который показан в первом видео, поэтому могу сказать, что здесь как бы четких правил нету, и каждый мастер выполняет брусовку тем способом, которым ему удобно. Вот. Но все же после как бы многих как бы таких проб и ошибок я поработал вторым способом. Изначально мне было неудобно, но на данный момент работаю именно вот так, потому что чуть-чуть там разобрался, приловчился, и сейчас покажу, в общем, как это делаю, и расскажу, в чем как бы удобство этого именно варианта. В первом видео я делал брусовку на плите из природного камня, но ее как бы постоянно двигать не очень удобно и комфортно. В некоторых видео видел, что мастера работают на стеклянных таких вот подложках. Это по сути полка из мебельного магазина, толщина где-то ее 6 миллиметров, цена в районе $3. Еще такие вот для мебели, чтобы там паркет не царапало, есть такие всякие наклеечки. Вот, я их наклеил с обратной стороны, и все. Теперь эта полка у меня подложка для брусовки, то есть ничего как бы специального там не покупал. Также у меня есть новые ножи, вот уже работаю, наверное, пару недель ими, и до сих пор даже не правил. Очень классного качества, режут просто превосходно. Есть такой у меня и киридаши, косяк. Так, теперь что делаем? В общем, где-то сантиметр от края детали отступаем. Ну, обычно так делаю. Там можно по 5 миллиметров отступать. Делаем линию, от которой будем брусовать. Теперь берем нож спуском вниз. Получается, в предыдущем варианте делал вот так. Теперь спуском вниз. Что заметил при этом способе, меньше как бы бракованных деталей получается. То есть мы реже срезаем лицевое покрытие от кожи, лицевую сторону. То есть меньше допускаем ошибок. В данном случае отступил от края сантиметр. Вот. Так, надеюсь, видно. И удобно, допустим, когда мы упираемся от себя, когда у нас нож вот идет как бы как продолжение руки, да, мы упираемся, тогда легче это все срезать. Но это надо приспосабливаться. Вот, и мы его по сути вот как бы как вдавливаем кожу, то есть не режем, а вдавливаем. Но это возможно сделать только если очень хороший нож и очень хорошая заточка. Вот. И спускаем до нужной толщины, в принципе, более-менее равномерно. У нас получается, вот когда работаем таким способом, получается более ровно, как бы одинаково выдерживать угол наклона ножа. То есть мы постоянно вдавливаем нож под одним углом. И таким образом вот, толщина кожи вдоль края, она будет у нас одинакова. Так, ну с этим ножом понятно. У меня спрашивали, какой нож лучше выбрать. Оба вот этих вот варианта, они универсальные, но все же вот такой вот киридаш, он, мне кажется, самым универсальным, из-за чего, что ну, на этой тонкой детали я уже показывал.
не совсем удобно, допустим, делать брусовку, когда коротенькая узкая деталь, руки накладываются друг на друга, да, и не совсем удобно как бы срезать. Можно, но неудобно. А киридаши намного проще, потому что у нас рука, она вынесена за контур детали. Тоже смотрите. Но здесь я не делал отметку, просто покажу, как он работает. Вот. Ножи просто бритва. Все, это если нужно там тренчик сделать, допустим. Вот, можно еще тоньше. Из рекомендаций по выбору ножей вот для такой работы можно купить, допустим, китайский. Такого вот плана можно работать и таким. Но очень важно это сталь и заточка. То есть, если мастер понимает, в общем, под какие задачи нужен нож, если он умеет его правильно заточить, то такой нож, он будет служить намного дольше, и вы сможете выполнять работу намного качественнее. Вот здесь вот такие вогнутые спуски. Нож еще ни разу не правил. А вот этого вот ножа, хотя его тоже как бы там перетачивали мне, но его хватило всего лишь на пару раз там поработать. То есть это как запасной вариант. В принципе, он нормальный, но все же именно режущий инструмент для работы, он должен быть хороший. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.